Привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я вам предлагаю научиться готовить масло с травами у вас дома. Я буду готовить 3 варианта масла. Первое масло будет цитрусовое. Вы его можете использовать на тосты с медом. Будет просто волшебно, идеально, очень вкусно. И также можно использовать для соусов для рыбы, либо же непосредственно на стейк для рыбы выкладывать кусочек этого масла, чтобы оно подтаяло и придало рыбе цитрусовый аромат. Второе масло мы будем готовить с карамелизированным луком и луком шнит. Тоже потрясающее масло, очень вкусное. Это вообще мой фаворит, можно сказать. И следующее масло это будет у нас с чесноком и базиликом. Ну что ж, пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Полный список ингредиентов, как обычно, вы найдете в описании под видео. Первый вариант масла это будет цитрусовое с лимонным тимьяном. Нам понадобится небольшое количество лимонного тимьяна. Отделяем аккуратно листья от веточек. Лимонный тимьян придает потрясающий аромат этому маслу. Но если у вас нет лимонного тимьяна, вы можете попробовать использовать обычный классический тимьян, либо не использовать тимьян вообще. Далее мелко нарубите тимьян. Таким образом эфирные масла будут выделяться более сильно и аромат будет более ярким. Пересыпаем в чашу, в которой будем готовить масло. Далее снимаем цедру с одного апельсина. Также добавляем цедру одного лимона. Вы можете использовать любые цитрусовые по вашему желанию. Далее добавляем 250 грамм размягченного сливочного масла. Масло выбирайте максимально высокого качества, 82,5% жирности. Также мы добавим свежевыжатый сок вот такой маленькой части апельсина. Теперь смешайте все ингредиенты. Сок это жидкость, поэтому он не очень хорошо перемешивается с маслом, но к окончанию процесса вы увидите, какая будет однородная текстура. Также не добавляйте большое количество сока, потому что при заморозке он может дать кристаллы льда внутри масла. Смешать все ингредиенты можно также при помощи блендера. Но при этом это невероятно легко и быстро можно сделать вот таким образом вручную. Посмотрите, какая однородная текстура масла у нас получилась. Масло почти готово, теперь его осталось заморозить. Для этого я буду использовать пищевую фольгу. Также можно использовать пекарную бумагу или пищевую пленку. Отрезайте небольшой кусочек и выкладывайте на него масло. Разравнивайте масло по поверхности. Я буду придавать форму брусочку, вы можете использовать абсолютно любую форму, которая вам нравится. И затем сворачиваем фольгу. Я вам покажу свой способ, как я это делаю. Я заворачиваю его в форме конфетки. Будьте аккуратны, не торопитесь, и все у вас обязательно получится. Немного уплотняю, стараюсь, чтобы лишний воздух вышел. Воздух окисляет масло, поэтому нам максимально нужно от него избавиться в упаковке и при хранении.
Вот так легко и быстро первое цитрусовое масло у нас готово. Теперь его отправляем в морозилку на ночь. Теперь мы будем готовить невероятно вкусное масло. Оно будет с карамелизированным луком и луком шнит. Для этого нам понадобится одна средняя луковица. Можно использовать лук-шалот, будет просто идеально. Либо выбирайте сладкие сорта лука. Нарезаем мелким кубиком. Далее мы будем обжаривать на оливковом масле на среднем огне в течение 5 минут до золотистого цвета. Постарайтесь, чтобы лук не пригорел. А теперь за это время нарежем лук шнит. Нарезаем его очень мелко. Шнит-лук – это дополнительная изюминка в этом масле. Он придает потрясающий вкус и аромат, а также невероятно красивую текстуру. Обжариваем лук до золотистого цвета, добавляем соль и перец. Также можно добавить небольшое количество белого или красного вина. Затем, когда обжаренный лук остынет, смешиваем все ингредиенты. Это также 250 грамм сливочного масла размягченного, нарезанный шнит-лук, обжаренный лук, немного свежемолотого перца. Также по желанию вы можете добавить небольшое количество крупной морской соли. Затем перемешиваем все ингредиенты до однородной массы. Посмотрите, какая однородная красивая текстура. Далее заворачиваем масло в фольгу точно так же, как и в первый раз. Выкладываем масло. Разравниваем его. Далее скручиваем в конфетку. Посмотрите внимательно, как я это делаю, максимально удаляя воздух из упаковки. И вновь быстро и просто. Наша вторая версия масла готова. Теперь нужно положить его в холодильник, подождать 5-7 часов и можно пробовать. Далее у нас будет третий вид масла, это базилик и чеснок. Можно сказать, практически как масло песто. Отделите листья базилика от веточек и нарежьте очень мелко. Вот таким образом. Далее в чашу выдавливайте 1-2 зубчика чеснока в зависимости от ваших вкусов. Затем добавляем базилик. Небольшое количество свежемолотого перца. Также добавлю небольшое количество крупной морской соли по вкусу. И затем добавляем размягченное сливочное масло. Аккуратно перемешиваем все ингредиенты до однородной структуры. Вот так, посмотрите. Затем вновь упаковываем масло в фольгу.
Выкладываем масло и немного разравниваем его. Затем аккуратно заворачиваем в фольгу, максимально удаляя воздух. Наше масло с базиликом и чесноком почти готово. Теперь его отправляем в морозилку на 5-7 часов. Наше масло провело ночь в холодильнике. Посмотрите, какое оно получилось. Оно прекрасно держит форму, при нарезании не крошится и невероятно вкусное и ароматное. Посмотрите, какая красота! Такое масло вы можете использовать для тостов и также для стейков, как для мяса, так и для рыбы. Оно идеально сочетается. И, конечно, его всегда можно добавить к запеченным овощам. Приятного вам аппетита, друзья, и до новых встреч!